Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Светлана, и мы продолжаем путешествовать по европейским странам. Я очень давно хотела побывать в Люксембурге, и вот, наконец, моя мечта сбылась. Эта страна для меня всегда была загадочной. Наверное, потому, что в информационном пространстве о ней говорят не очень часто. И так сложилось, что я приехала в Люксембург в день национального праздника. Я надеялась увидеть много всего интересного, а что мне удалось увидеть, я расскажу вам в этом видео. Я приехала в Люксембург рано утром и сразу же увидела, что на центральной улице идут приготовления к чему-то грандиозному. У местных жителей я узнала, что в день национального праздника будет парад, и он начнется ближе к 12 часам. Я решила, что до начала парада у меня есть еще время посмотреть некоторые достопримечательности и познакомиться с городом. Пройдя немного вперед по центральной улице, я увидела прекрасный мост, который соединяет верхний и нижний город, но еще более меня впечатлило ущелье под мостом. Ущелье покоряет своей масштабностью и красотой. Это одна из главных достопримечательностей Люксембурга. Просто завораживающий вид открывается, глядя на этот уголок природы, будто бы попадаешь в какую-то сказку. Точно так же, как необычен рельеф Люксембурга, также уникальна история самого маленького государства Европы. Расскажу об истории Люксембурга в общих чертах. Начало государству определил укрепленный замок Лисселенбург, что в переводе «маленькая крепость». Затем территория стала графством, а позже герцогством. И, конечно же, эту маленькую территорию пытались присоединить к себе соседние страны. Так, в течение веков территория Люксембурга была оккупирована Испанией, Францией, Германией. Уже после освобождения от фашистской Германии в 1944 году Люксембург вошел в экономический союз с Бельгией и Нидерландами, и союз стал называться Бенилюкс. Нужно добавить, что официальное название страны – Великое герцогство Люксембург. Площадь государства всего 2586 метров квадратных, а население составляет 645 тысяч человек. И, конечно же, напрашивается вопрос, что же за праздник отмечают граждане Люксембурга с таким размахом? Как оказалось, 23 июня – это день рождения великого герцога Анри, хотя настоящий день рождения герцога 16 апреля, а этот перенесенный день рождения возведен в национальный праздник и отмечается 2 дня. Вот такие традиции, немного необычные для нас. И все же назначение этого праздника – отпраздновать независимость страны и почтить культурное наследие. Что касается парада, то он начался с приезда автомобилей на красную дорожку членов правительства, и это действие достаточно затянулось, поэтому я решила, что лучше посмотрю город, и отправилась знакомиться с достопримечательностями. Совсем недалеко от моста Адольфа находится монумент памяти Гёле-Фра «Золотая дама». Он посвящен люксембуржцам, которые пошли служить в союзные войска во время Первой мировой войны. Во время Второй мировой войны нацисты разобрали этот мемориал, а восстановлен он был лишь в 1985 году. И совсем неподалеку, буквально перейдя через дорогу, находится прекраснейший собор Люксембургской Богоматери, который является ярким примером поздней готической архитектуры.
Собор был построен орденом иезуитов в 1621 году, а спустя 150 лет иезуиты были изгнаны из страны, а церкви подарили чудотворный образ Девы-Утешительницы. Затем я прошла немного вверх по улице и оказалась на площади Гийома II. Здесь часто проводят мероприятия, рядом расположена мэрия и туристический офис. Также было просто интересно прогуляться по улочкам города, посмотреть на людей, живущих в одной из самых богатых стран мира. Удивительно, что минимальная зарплата в этой стране, как вы думаете, сколько? 2508 евро. И еще Люксембург занимает первое место по зарплате в сфере образования. Учителя в школе зарабатывают от 8 до 8,5 тысяч евро в месяц. А сейчас вы видите дворец великих герцогов. Он вызывает восхищение у туристов и гостей города. Дворец является официальной резиденцией великого герцога и предназначен для аудиенций и встреч делегаций на государственном уровне. А еще на моем пути встретилась церковь Святого Михаила, старейший католический собор Люксембурга. И я, конечно же, не удержалась и зашла посмотреть, что там внутри. Как говорит нам история, еще в 987 году граф Зигфрид на этом месте приказал построить дворцовую капеллу для богослужений. Окончательный вид церковь приобрела в 1688 году при Людовике XIV. Во время французской революции это был единственный нетронутый собор в Люксембурге. Революционеров тогда остановил головной убор святого Михаила, который был похож на символ французской революции. Вот такая интересная история. И, наконец, я дошла до интереснейшего места Люксембурга – это казематы Бок. Они являются частью фонда всемирного наследия ЮНЕСКО. Казематы – это лабиринт галерей и подземных коридоров протяженностью 23 километра, которые высечены испанцами в 1644 году. Когда-то здесь возвышался замок, а казематы – это все, что от него осталось. Нужно добавить, что во время Второй мировой войны именно здесь население спасалось от воздушных налетов. Обратите внимание, какой замечательный вид открывается на долину и на Нижний город. Сам город Люксембург расположен на месте слияния двух рек – Петрюс и Альзет. Нижний же город расположен вдоль реки Альзет. В Нижнем городе находятся банки, административные здания и пивоварные заводы. К сожалению, из-за недостатка времени Нижний город я осмотреть не смогла, но это тоже довольно интересное место. Кстати, небольшой секрет для туристов. Спуститься в Нижний город можно на бесплатном лифте из судебного района. Сейчас вы видите вход в этот бесплатный лифт, хотя на самом здании никаких надписей и опознавательных знаков нет. И еще одна подсказка для туристов. На онлайн-карте вы можете найти этот лифт, набрав «Панорамик элеватор». Судебный квартал, где находится бесплатный лифт, место довольно интересное. Здесь расположены здания окружного и конституционного суда. И еще одно интересное место я увидела в Люксембурге. Это китайский квартал, который легко было узнать по традиционной атрибутике.
Нужно сказать, что за короткое время, проведенное в Люксембурге, я несколько раз встречала своих сограждан-украинцев. Встретила я 2 украинок и оказавшись возле собора Люксембургской Богоматери. Именно они мне рассказали, что скоро должен приехать сам великий герцог. Позже я узнала, что по традиции в день национального праздника военные сопровождают членов правительства и королевскую семью к Национальному собору. Там проходит небольшая служба, и празднества заканчиваются обедом во дворце великого герцога. Любопытство взяло вверх, и мы решили дождаться великого герцога, ведь такое бывает очень и очень редко. По красной дорожке то и дело проходили священнослужители, военные и те, кто имеет отношение к власти. Некоторые приглашенные пришли со своими женами, одетыми в стиле ретро. Мы терпеливо и добросовестно прождали целый час, но так и не дождавшись королевской семьи и великого герцога, побежали на вокзал. И подводя итоги путешествия в Люксембург, я могу сказать, что даже не дождавшись парада и герцога, я увидела в этом городе очень много интересного. И нужно добавить, что прекрасные достопримечательности и чудесные пейзажи ждут нас, путешественников, когда бы мы с вами не приехали. И я буду заканчивать сегодняшнюю экскурсию. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите под видео комментарии, подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана. До новых встреч на моем канале.